Здравствуйте всем! Сегодняшнее видео о двориках в старом центре города Гродно. Они такие разные, такие необычные. Иногда вроде бы ничем не примечательный фасад, но заходишь с обратной стороны и открывается что-то удивительное. Дворики в моем видео я пронумерую, будет номер один, номер два и так далее, но это не значит, совершенно не значит, что какой-то в списке номер один, а какой-то номер 10. Они все разные, удивительные, очень красивые. Это сделано для вашего удобства, потому что вот здесь внизу под описанием видео я оставлю адреса напротив номеров, для того, чтобы вам было легче найти и пойти полюбопытствовать и посмотреть своими глазами. Ну что ж, не будем затягивать, начинаем. А пока я буду показывать вам дворики, почему бы не поговорить? Нет, конечно, можно было бы включить музыку и показывать вам видео двориков или панораму улиц, как в большинстве своем делают многие блогеры. Только какой в этом интерес и практическая польза? Я бы хотела, чтобы, посмотрев мои видео, вы не только увидели что-то необычное, но и узнали что-то новое. То, что заставляет задуматься, а возможно кого-то подтолкнет к решительным действиям. Хочу поговорить про путешествия. По-моему, избитая, но такая верная фраза, что путешествие – это единственная вещь, которая делает нас богаче за потраченные деньги. Вы не согласны? Кто-то справедливо заметит: ха, путешествие. На это нужны деньги, визы, отпуск, в конце концов. Совершенно согласна. Но я же не предлагаю вам поехать на Мальдивы, например, где, по утверждениям гламурных блогеров, ваши проблемы разрешатся сами собой. Удивительные люди. Да если я могу поехать отдыхать на Мальдивы, это значит, что у меня вообще нет проблем. Но если серьезно, то тема внутреннего туризма все сильнее набирает обороты. Кто-то резонно заметит: да, это потому, что визы, политика и геополитика сейчас создают труднопреодолимые препятствия. Но это отчасти верно, но все когда-нибудь имеет свойство заканчиваться. И неужели занять выжидательную позицию и ждать лучшего времени – это хорошая стратегия? Лучшего времени не будет никогда. Так почему бы не поехать даже просто в соседний город? Или даже выбраться на выходные из спального района в центр и не побродить по узким старым улочкам в родном городе, устроить себе свидание с городом, побродить не спеша, рассматривая детали на домах, старые окна и двери, кованые балконы и оригинальные карнизы. Дворик номер 2 располагается на Карла Маркса, 16, и я пробовала подойти к нему со стороны улицы Социалистической. Но раньше там была калитка, но теперь закрыта, поэтому потом обойду и покажу вам его со стороны Карла Маркса, как зайти. И там есть очень интересный оригинальный балкон. Так вот, продолжим. Что, согласитесь, в ежедневной суете у нас элементарно не хватает на это времени и сил, чтобы походить, посмотреть, погулять, а иногда просто нет желания куда-то выбраться. Но путешествия нам для того и даны, что сначала они лишают нас дара речи, а потом превращают в лучшего рассказчика. И ничто так не развивает ум и не обогащает духовно, как путешествие. И неважно куда, на Мальдивы или в старый центр города с многовековой историей. А как часто вы, например, выбираетесь в музей? Кто-то возразит: это лишняя трата денег. Но ведь в Гродно есть масса возможностей посетить музеи бесплатно. Знаете ли вы, что каждый последний вторник месяца вход в музей города без оплаты для всех? Поэтому почему бы не запланировать себе маршрут и не пойти в музей? Кто-то возразит: а что я там не видел? Но ведь тысячи туристов туда ходят и остаются в полном восторге. Позвольте вы побыть себе туристом в собственном городе. Да, я понимаю, что не всегда есть время. Я сама уже который год собираюсь в зоопарк. Лет 10 там не была, но каждую весну думаю: ну вот, лето, солнце, все, я точно пойду. Но как-то все некогда. А ведь так и проходит жизнь. Кажется, еще вчера ребенок ходил с тобой в магазин игрушек, а ты торопила или торопил: ну давай быстрее, ну сколько можно рассматривать. А ведь эти мгновения не повторятся. Дети вырастут, уедут, а ты, проходя мимо того же магазина игрушек, будешь испытывать лишь сожаление, что все прошло. Поэтому когда, как не сейчас, пройти, погулять по улицам, посмотреть атмосферные и необычные дворики. Или выпить чашечку кофе в кафе, в которое давно хотели сходить. А вы обращали внимание, сколько кафе и баров в центре? И каждый, помимо кухни, завлекает еще и необычным интерьером. Почему бы не ходить по выходным, каждый раз в разное? Чем не путешествие выходного дня? Прогулка по городу тоже может быть увлекательной.
Иногда, прогуливаясь с гостями и туристами, я часто показываю им швейцарскую долину. Все крайне удивлены не только красотой этого места, но и почти полным отсутствием туристов, особенно в районе речки Юриздики. А просто потому, что туристы сами не знают о такой локации, а гродненцы гуляют там только если живут неподалеку в центре. А почему бы не приехать и не прогуляться в выходной день просто так? Взять интересную книгу, чашку кофе на вынос и не посидеть в лавочке в парке. У многих европейских народов это в традиции – замедляться, созерцать жизнь. Те же итальянцы после работы не бегут домой. Они идут в парки, гуляют по улицам, сидят в кафе, общаются и живут эту жизнь, созерцая и наслаждаясь ею. Вот таким вещам надо учиться, на мой взгляд. А у нас все как-то слишком прямолинейно. Дом, работа, работа, дом. И стереотип, что только в юности или в подростковом возрасте можно, что называется, гулять по улицам. А кто сказал, что только тогда? Почему не в зрелом или во взрослом возрасте? Разве желания 40-летнего и 20-летнего человека по части путешествий так уж различаются? Есть знаменитое выражение Льюиса Кэрролла: «Ни одно богатое приключениями путешествие не останется забытым. Путешествия без приключений не стоят того, чтобы им посвящали книги». В конце концов, вы никогда не будете вспоминать то время, которое провели в офисе, или когда подстригали газон, например, около дома. Так что поднимитесь уже и заберитесь на эту чертову гору, потому что если вы думаете, что приключение опасно, попробуйте рутину, она смертельна. Это выражение уже принадлежит Пауло Коэльо, или еще из его же цитат. «Не думай о том, что будешь рассказывать, когда вернешься. Время здесь и сейчас. Лови момент». Путешествие – это не просто способ провести время, это настоящее вложение в себя. Каждое новое место, которое мы посещаем, каждый новый опыт, который мы получаем, обогащает нас, расширяет наш кругозор и помогает лучше понять мир и себя в нем. Быть открытым миру значит быть готовым к новым впечатлениям, идеям и культурам. Это позволяет нам расти личностно, развивать эмпатию и толерантность. Путешествие учит нас адаптироваться к различным ситуациям, преодолевать языковые барьеры и находить общий язык с людьми из разных уголков планеты. А внутренний туризм – это прекрасная возможность узнать лучше свою страну, ее историю и культуру. Это не менее увлекательно, чем путешествие за границу и часто более доступно. Внутренний туризм помогает поддерживать местную экономику и способствует развитию инфраструктуры в различных регионах. И Гродно – один из самых старых и красивых городов Беларуси, настоящая жемчужина для любителей путешествий. Город славится своей богатой историей, уникальной архитектурой и культурным наследием. Здесь можно увидеть и старый замок, и костел святого Франциска Ксаверия, и Коложскую церковь, и посетить пешеходную улицу Советскую, центр городской жизни с множеством кафе и магазинов. Гродно предлагает уникальный опыт для путешественников. Это и богатая история. Город сохранил свой исторический облик, что позволяет окунуться в атмосферу прошлых веков. Вот, например, дворик иезуитского коллегиума за Фарным костелом. Посмотрите, какая красивая архитектура и какая красота вокруг. Культурное разнообразие Гродно предлагает белорусскую, польскую, литовскую, еврейские культуры, гастрономические открытия. Местная кухня предлагает различные блюда с историческими корнями. Но и помимо этого природная красота города, который расположен на живописных берегах реки Неман. А вот этот дворик на Карла Маркс вообще стал для меня открытием. И обращайте внимание на дома. Часто на домах есть даты основания этого дома, когда он был построен. Все это очень интересно. И в этом дворике я случайно тоже зашла и удивилась, насколько красивый вид. Когда снимала, как раз на соборе начали бить часы, очень атмосферно, конечно, счастливые люди, кто здесь живет. И очень часто, снимая свои видео и гуляя по городу, я замечаю отсутствие людей. Все как-то сосредотачиваются на центральных улицах, на Советской, на Замковой, а на Замковой вообще иногда сложно пройти из-за экскурсий, которые приезжают на больших автобусах и ходят за экскурсоводом толпой. И всем этим людям интересен Гродно, а у гродненцев есть возможность видеть все это ежедневно и абсолютно бесплатно. Мне под видео часто пишут комментарии, что приезжали в наш город и остались в полном восторге и непременно планируют поездку еще один раз.
Так что это ли не повод прогуляться? И путешествия, будь то в далекие страны или по родному городу, всегда обогащают нас новыми знаниями и опытом. Они учат нас быть открытыми миру, понимать и ценить различные культуры. Гродно, как уникальный город с богатой историей, является прекрасным примером того, как много интересного можно найти, не уезжая далеко от дома. Мой канал начинался с видео о двориках Гродно почти 2 года назад. Тогда не было четкого понимания, как снимать, как правильно говорить и озвучивать видео, но многих это не отпугнуло, на канал стали подписываться, и это дало стимул двигаться дальше, не стоять на месте, снимать историю города, показывать его архитектуру, рассказывать о людях, которые в нем жили, и постепенно сформировалось понимание того, что наиболее интересно, как показать свой город с лучшей стороны. И удивительным оказалось, что многие гродненцы не были никогда в тех местах города, которые я иногда показываю. Кто-то узнает свой город вместе со мной, кто-то приезжает и пишет, что мои видеоэкскурсии очень помогли и сориентировали в вопросах заказа жилья или где перекусить и позавтракать, какие места наиболее интересно посетить и на что обратить внимание, потому что в ежедневной суете мы редко обращаем внимание на детали, все спешим по своим делам, и жизнь проносится мимо и, как оказывается, с невероятной скоростью. А вот этот дворик, внутренний дворик бара Джезва, очень интересный тем, что вечером здесь очень оригинальная иллюминация, оригинальная подсветка. Поэтому ходите, любопытствуйте, гуляйте. А это внутренний дворик и вход в музей «Историю и религии». Очень интересно. Может зайти любой желающий. Он постоянно открыт и вход совершенно свободен. Вот от пожарной каланчи, вот это вот здание, ворота, пожалуйста, проходите, смотрите. В Гродно все сделано для удобства туристов и жителей. Вам никто никогда не скажет, что здесь нельзя снимать или зайти посмотреть. Во всяком случае, за 2 года моих съемок такого со мной не случалось ни разу. Люди в городе очень доброжелательные и отзывчивые. Вам всегда подскажут, как пройти к интересующей вас достопримечательности. Так что предлагаю все же в ближайший солнечный день выбраться из дома и устроить себе мини-путешествие. Возможно, вам для этого надо просто дойти до остановки и приехать в центр города. Ну или в соседний город, это уже кому как повезет. И почему бы не посетить все эти необычные и атмосферные дворики? Гродно – город с насыщенной культурной жизнью. Здесь регулярно проводятся фестивали, выставки, концерты, которые сделают ваши выходные еще более интересными и запоминающимися. И поездка в Гродно на выходные – это идеальный выбор для тех, кто хочет совместить культурный отдых, исторические открытия и приятное времяпрепровождение. Этот город предлагает уникальный опыт, который останется с вами надолго после возвращения домой. Так что внутренний туризм – это отличная возможность узнать больше об истории и культуре Беларуси, расширить свой кругозор и получить новые впечатления. А здесь, на Малой Троицкой, для меня дворики и дома, которые я здесь увидела, тоже были в свое время интересным открытием, потому что я не замечала раньше многих деталей. Допустим, только здесь я увидела, что можно увидеть флюгер на крыше в виде кота. И такие вот маленькие детали создают настроение в нашем городе. Так что у нас у всех есть уникальная возможность жить здесь и сейчас и делать эту жизнь намного ярче и лучше. Это только в наших силах. И напоследок высказывание Марка Твена, с которым я абсолютно согласна. Через 20 лет вы будете больше жалеть не о том, что сделали. Так поднимайте якорь, выплывайте из своих тихих гаваней, поймайте ветер в свои паруса, исследуйте, мечтайте, открывайте. Но вот как-то так. И по традиции, если вам понравилось это видео, то ваш лайк – это маленький воздушный поцелуй мне. Пишите комментарии, были ли в Гродно, либо здесь живете, что нравится больше всего, где бываете, как проводите выходные. Мой канал для того и создан, для общения между людьми. Подписывайтесь, делайте репосты. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.